Как подготовить почву весной правильно? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вот уже несколько недель, как снег начал медленно таять, обнажая землю, укрытую под белым покрывалом долгие месяцы. Казалось бы, природа спит, но на самом деле она лишь готовится к пробуждению. Именно сейчас, когда еще не распустились листья и не зацвели первые цветы, самое время задуматься о подготовке почвы для будущего урожая. Но что делать, если ваш участок выглядит так, словно его бросили на целую зиму? Как преобразить его в плодородную землю, которая подарит вам щедрые плоды осенью? В этой статье мы раскроем секреты профессионалов и расскажем о том, как правильно подготовить почву весной, чтобы каждый ваш шаг был направлен к успеху. Когда я первый раз попробовал заниматься садоводством, то думал, что все просто. Взял семена, посадил их в землю, полил и ждал результата. Однако всходы появились только через неделю, а потом половина из них погибла. Я не понимал, почему это происходит, пока не встретил опытного садовода, который объяснил мне важность правильной подготовки почвы. Оказывается, земля – это основа всего. И если ее не подготовить должным образом, то даже самые качественные семена не принесут желаемого результата. С тех пор я глубже изучил эту тему и хочу поделиться с вами всеми знаниями, которые помогли мне добиться успеха. Первым делом нужно определить тип почвы на вашем участке. Земля может быть песчаной, глинистой или суглинистой. Чтобы узнать, какой тип у вас, возьмите немного земли в руки и слегка смочите водой. Если она скатывается в шарик и сохраняет форму, значит, перед вами глинистая почва. Если же она рассыпается, то это песчаная. А если шарик держит форму, но легко разрушается, то это суглинок. Почему это важно? Потому что каждая почва требует своего подхода. Давайте представим, что у вас глинистая почва. Она имеет свойство затвердевать после дождей, создавая плотный слой, через который плохо проходит воздух и влага. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить органические вещества, такие как компост или перегной. Эти материалы помогают сделать почву более рыхлой и питательной. Например, один мой знакомый, живущий в деревне, рассказал, как он использовал навоз коров для улучшения своей глинистой земли. Через год он смог вырастить огромные тыквы, которые стали настоящей гордостью его огорода. А теперь давайте поговорим о песчаной почве. Она, напротив, слишком рыхлая и плохо удерживает влагу. Чтобы исправить этот недостаток, можно также использовать органику, но здесь важно помнить о необходимости регулярного полива. Одна из моих соседок столкнулась с такой проблемой, когда начала заниматься садоводством на новом участке. Она заметила, что даже после обильного дождя земля быстро сохнет. Тогда она решила присыпать поверхность мульчей, слоем древесных опилок или соломы. Это help сохранять влагу в почве и предотвращать ее испарение. Но это еще не все. Перед тем, как начать работы, необходимо провести анализ pH почвы. Этот показатель определяет уровень кислотности земли. Некоторые растения предпочитают кислую почву, другие – нейтральную. Например, клубника любит слабокислую среду, тогда как капуста лучше растет на нейтральной почве. Чтобы проверить pH, можно использовать специальные тест-полоски, которые продаются в любом садовом центре. Или же можно отправить образец почвы в лабораторию для более точного анализа. Когда я узнал о значении pH, то сразу решил проверить свою землю. Оказалось, что она была чересчур кислой для многих культур, которые я хотел выращивать. Решением стало известкование, добавление мела или доломитовой муки, которая помогает снизить кислотность. Однако важно помнить, что чрезмерное известкование может привести к обратному эффекту. Если почва станет слишком щелочной, некоторые элементы, необходимые для роста растений, станут недоступными. Вот почему важно соблюдать баланс. Например, один мой друг однажды переборщил с добавлением мела, и его огородные культуры начали желтеть и увядать. Только после повторного анализа он понял свою ошибку и смог исправить ситуацию. Кроме того, нельзя забывать о механической обработке почвы. Перекопка – это не просто физическая работа, а важнейший этап подготовки земли. Во время этого процесса происходит удаление сорняков,
перемешивание слоев почвы и улучшение доступа воздуха к корням растений. Но есть одна хитрость – не стоит перекапывать землю слишком глубоко, особенно если у вас глинистая почва. Это может привести к образованию комков, которые будут мешать росту растений. Лучше всего ограничиться верхним слоем, примерно до 20 см. Если вы хотите сделать процесс более эффективным, используйте специальное оборудование, такое как мотоблок или плоскорез. Эти инструменты значительно облегчают работу и позволяют обработать большие площади за меньшее время. Однажды я наблюдал, как мой дед использовал старый плоскорез Федорова, чтобы подготовить участок для посадки картофеля. Он работал методично, двигаясь по рядам, и результат был потрясающим. Земля стала идеально рыхлой и готовой к посадке. После механической обработки наступает время удобрений. Здесь важно различать органические и минеральные удобрения. Первые получают из природных источников, таких как навоз, компост или торф. Вторые производятся искусственно и содержат конкретные элементы, такие как азот, фосфор и калий. Выбор зависит от ваших целей и типа почвы. Например, если вы хотите вырастить богатый урожай зелени, лучше всего использовать азотсодержащие удобрения. Если же цель – получить крупные корнеплоды, то фосфор и калий будут более эффективными. Один интересный факт – древние римляне использовали для удобрения своих полей рыбьи отходы. Они помещали их в специальные ямы и оставляли там на несколько месяцев, после чего получали концентрированное органическое удобрение. Хотя сегодня мы имеем доступ к более современным средствам, принцип остается тем же – натуральные вещества всегда дают лучший результат. Также стоит уделить внимание защите почвы от вредителей и болезней. Весной часто появляются различные насекомые, которые могут повредить ваши растения еще до их появления. Для профилактики можно использовать специальные препараты, но важно выбирать те, которые не навредят окружающей среде. Например, многие садоводы успешно применяют раствор хозяйственного мыла для борьбы с тлей. Этот метод безопасен и эффективен, особенно если использовать его в сочетании с другими мерами защиты. История одного фермера из соседней деревни особенно впечатлила меня. Он заметил, что его участок постоянно страдает от нашествия Cordocting Mole Crickets. Эти насекомые проникали в почву и разрушали корневую систему растений. После долгих исследований он нашел решение. Начал высаживать рядом с основными культурами репчатый лук и чеснок. Оказалось, что их запах отпугивает большинство вредителей. Теперь его огород процветает, а урожаи радуют каждый сезон. Но иногда даже самые тщательные подготовки не гарантируют успеха. Ошибки случаются, и важно учиться на них. Одна из самых распространенных – это ранняя посадка. Многие начинающие садоводы спешат посеять семена, как только почва становится теплой. Однако это может привести к тому, что они погибнут от последних заморозков. Поэтому всегда следите за прогнозом погоды и ждите, пока все опасности минуют. Также стоит избегать чрезмерного использования химических удобрений. Хотя они могут дать быстрый результат, в долгосрочной перспективе это может навредить почве и окружающей среде. Лучше всего стремиться к естественному балансу, используя комбинацию органических и минеральных веществ. Подводя итог всему вышесказанному, могу сказать, что подготовка почвы весной – это искусство, требующее терпения и внимания к деталям. Каждый шаг, который вы делаете, влияет на будущий урожай. От выбора типа удобрений до защиты от вредителей – все имеет значение. И хотя процесс может показаться сложным, результат стоит каждого усилия. Так что не бойтесь начать прямо сейчас. Посмотрите на свой участок с новой точки зрения, проведите анализ, сделайте необходимые изменения. Возможно, именно в этом году вы сможете вырастить самый большой урожай в своей жизни. Помните, что успех приходит к тем, кто готов учиться и экспериментировать. Так что беритесь за работу и дайте своей земле все, что она заслуживает. Ваш труд обязательно будет вознагражден. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем?
заходи к нам почаще.